Привет из Хургады! Я приехала в отель Sunrise Alma Bay. Можно сказать, что это новый отель в Хургаде, потому что раньше на его месте был отель Grand Seas. Потом его выкупила сеть Sunrise, и здесь провели масштабную реновацию, которая закончилась только в конце 2024 года. А это значит, что все отзывы туристов, написанные до 2025 года, уже устарели. Ставьте лайк, если вам интересен отдых в Египте. И давайте посмотрим, хорошо ли отдыхать в отеле Sunrise Alma Bay. Четырехзвездочный отель Sunrise Alma Bay Resort находится на первой линии Красного моря, в 12 километрах от аэропорта Хургады. Он работает по системе All Inclusive. С первых минут заметно, что сервис в этом отеле хороший. Сотрудники очень приветливы. Многие из них знают русский язык. Площадь территории отеля Sunrise Alma Bay 60 тысяч квадратных метров. Заметно, что за ней хорошо следят. В центре резорта находится огромный бассейн. Зимой его подогревают до комфортной температуры плюс 30 градусов. Этот бассейн условно поделен на несколько участков разной глубины. В том числе есть мелководная зона для детей. В центральной части бассейна находится островок с баром, в котором предлагают напитки, фастфуд и мороженое. В систему все включено, входят соки, лимонады, коктейли, египетский алкоголь, чай и кофе из кофемашин. Бар в лобби работает до полуночи. В отеле Sunrise Alma Bay есть спокойные и активные зоны. Вот, например, веселая территория. Тут находится детская игровая площадка, бассейн с водными горками, кикер и настольный теннис, а также детский клуб. В этом отеле активная анимация и для детей, и для взрослых. Также предусмотрены совместные активности, в которых часто принимают участие семьи. В отеле Sunrise Alma Bay работает современный тренажерный зал. Есть корт для игры в падл-теннис. А за дополнительную плату можно заказать массаж в спа-центре. Также на территории имеются спокойные уголки, симпатичные фотозоны и несколько магазинов. Рядом с отелем ничего нет. До ближайшего торгового центра Сенза Молл можно съездить на такси или дойти за полчаса. В отеле Sunrise Alma Bay 226 номеров, которые расположены в двухэтажных корпусах. Я забронировала номер категории Deluxe с видом на бассейн. В описании под видео оставлю для вас ссылочку, по которой вы сможете посмотреть, сколько стоят туры в этот отель из вашего города, и там же изучить все категории номеров. А еще в описании под видео оставляю ссылочку на проверенный сайт с экскурсиями в Хургаде. Пользуйтесь! А сейчас давайте посмотрим мой номер. Мой номер оказался просторным и светлым. Заметно, что реновация здесь была, но ремонт, на мой взгляд, сделан косметический. А вот мебель обновили полностью, она прям новенькая. Здесь вот такая прихожая, тут находится шкаф, он трехстворчатый, есть отделение с полочками, тут стоит бесплатный сейф и с вешалками. Тут же находится вход в ванную комнату. Ванная комната тоже кажется свеженькой, тут очень новая сантехника, нет ни ржавчины, ни плесени, все очень чисто. Полотенца тоже белоснежные. В ванной комнате есть фен, шампунь, гель для душа, кондиционер для волос и лосьон для тела. В номере есть кондиционер и бесплатный Wi-Fi. Wi-Fi работает на всей территории отеля. Здесь две односпальных кровати, это номер на двоих, и заметно, что текстиль здесь тоже обновили полностью. Постельное белье белоснежное, покрывала очень чистые, идеальные шторы тоже с текстилем, постарались.
Напротив кровати находится вот такой комод, здесь мини-бар. В мини-баре есть бесплатная вода, которую обновляют каждый день, и безалкогольные напитки, их пополняют еженедельно. Напротив кровати висит современный телевизор с USB-разъемом, в номере есть чайник, чай, кофе пополняют ежедневно, еще ставлю плюсик за стеклянные кружки, люблю когда так. В этой части комнаты есть небольшой столик и симпатичная зона отдыха, тоже видно, что текстиль здесь новый. Тут находится выход на балкон, у меня номер на первом этаже, тут такая симпатичная терраса с зоной отдыха, сушилки для белья нет. Поговорим о питании в отеле Sunrise Alma Bay Resort. Сначала я покажу вам завтрак. Сразу отмечу, что по утрам в ресторане очень просторно, примерно до 9 утра, потом становится многолюдно. На шведском столе есть несколько горячих блюд. Яйца жарят только индивидуально, поэтому за омлетами бывают очереди. Остальные блюда предлагают в открытом буфете. На шведском столе есть не только европейская, но и восточная еда. Например, фалафель, фасоль с пряностями и лепешки. Среди нескольких видов твердого сыра хорошими оказались только 2, остальные – эконом-вариант. А вот творожный сыр фета в Египте, на мой взгляд, отличный. На шведском столе есть зелень и свежие овощи. Все блюда пополняют своевременно, а в ресторане отеля Sunrise Alma Bay всегда чисто. Выбор сладких вариантов завтрака тоже неплохой. В ресторане пекут блины и вафли, круассаны, пончики и другие булочки, которые можно съесть с джемом или шоколадом. На мой взгляд, завтраки в этом отеле довольно однообразные, однако плохими я их не назову. Для 4-звездочного отеля в Египте это достойный уровень питания. Из напитков по утрам есть сок, чай и кофе. Обеды и ужины в отеле Sunrise Alma Bay более разнообразны, чем завтраки. Они не повторяются изо дня в день, хотя всю еду ежедневно готовят примерно из тех же ингредиентов. Чаще всего на шведском столе предлагают блюда из курицы, говядины и рыбы. Гарниры готовят из овощей, фасоли, картошки и риса. Всегда работает станция пасты, где повар принимает индивидуальные заказы. Также есть уголок здорового питания и низкая стойка раздачи с едой для детей. Морепродукты на шведском столе в отеле Sunrise Alma Bay тоже бывают, но не на каждом обеде и ужине. А вот различные салаты, овощи и зелень есть всегда. На обеде в ресторане всегда свободно, потому что многие туристы обедают фастфудом в баре у бассейна. Фрукты предлагают и целыми, и в нарезке. Десерты – это классические бисквиты с кремом или шоколадом и восточные сладости. В отеле Sunrise Alma Bay проводятся тематические ужины, посвященные той или иной кухне. Они отличаются от обедов наличием нескольких главных блюд и десертов. Также отмечу, что по вечерам в ресторане часто бывают очереди, как ни странно, за гарнирами, а не за главными блюдами. Напитки в ресторане можно брать самостоятельно или заказывать у официантов. В целом, для четверки в Египте это достойное питание.
Деликатесов тут нет, но и скудным его точно не назовешь. В отеле есть 2 ресторана а-ля карт с обслуживанием по меню. Число бесплатных посещений не ограничено. После ужина для детей проходит мини-диско. Для взрослых несколько раз в неделю проводят вечера живой музыки, а также ежедневные шоу. Отель Sunrise Alma Bay находится на первой линии Красного моря. С первого взгляда на карту пляж здесь может показаться небольшим, но на самом деле отель его просто отлично удлинил за счет песчаных насыпей и пирса. Пляж здесь песчаный, песочек очень приятный, мелкий, заход в море плавный. При этом специальные тапочки для захода в море не нужны, дно здесь песчаное. Также есть небольшая лагуна. Это отличное решение для тех, кто отдыхает с маленькими детьми или не умеет плавать. На пляже деревянные зонтики и деревянные лежаки с мягкими матрасами. Шезлонгов здесь много, причем они стоят даже на песчаных насыпях. То есть можно отдыхать там, где вам захочется, и легко найти себе свободное местечко. На пляже есть отдельная зона 16+, где отдыхают только взрослые туристы. Тут очень спокойная атмосфера. А в другой части пляжа веселая атмосфера. Там можно поиграть в волейбол, там же проходят занятия анимации. Зимой на этом пляже порой может быть ветрено. Спасает наличие индивидуальных заграждающих барьеров возле шезлонгов. В пляжной зоне есть кабинки для переодевания, души и бар с напитками. Красивого рифа в отеле Sunrise Alma Bay нет, а вот рыбки иногда приплывают. Но все-таки в Хургаде лучше любоваться подводным миром на морских экскурсиях. Ссылочку я вам оставлю. Эти прогулки стоят недорого. В целом, пляж отеля Sunrise Alma Bay можно назвать выигрышным. Здесь нет отливов, чистая вода и хороший заход в море. Для любителей водного спорта есть прокат снаряжения. Если бы мне пришлось выбирать, поехать в этот отель или в какую-то бюджетную пятерку в той же ценовой категории, то, скорее всего, я бы выбрала Sunrise Alma Bay, потому что здесь просто отличный пляж, классная инфраструктура в отеле, достойное питание и вообще хороший уровень сервиса. Вообще мне нравится сеть Sunrise. Например, я была в отеле Sunrise Aqua Joy. Посмотрите обзор на моем канале. Это тоже четверка, которая даст фору многим пятеркам в Египте. Поэтому я рекомендую вам присмотреться к отелям сети Sunrise в Хургаде. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку, по которой вы сможете посмотреть цены на туры в отель Sunrise Alma Bay из вашего города. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.